Привет, друзья! В Харькове есть множество мест, которые остаются вне времени. Эти здания нет возможности ни снести, ни реконструировать. Они просто остаются в городе и привлекают романтикой постапокалипсиса фотографов, руферов, любителей экстрима. Одним из таких мест в Харькове здание «Крыша мира», которое обросло слухами и легендами. Крыша мира – уникальное здание начала 20 века в стиле модерн, которое уже несколько десятков лет находится в плачевном состоянии. В народе здание получило название «Крыша мира», потому что когда-то с верхних этажей открывались прекрасные панорамные виды на город. Дом находится в Театральном переулке. Сам переулок располагается на месте внутреннего кольца городских укреплений, в системе которых холм выполнял роль рубежа обороны. В начале 19 века городские укрепления начали разрушаться, а на их местах стали возводить дома. Спустя сотню лет в городе начали появляться здания в стиле модерн. Крыша мира – яркий пример модного на то время стиля. Крышу мира спроектировал архитектор Лев Тервен как доходный дом. Тервен родился в Москве, при этом его отец был голландским подданным. В 1897 году он закончил Харьковское реальное училище, а в 1904 Харьковский технологический институт. На момент постройки Крыши мира в 1910 году у Тервена уже был опыт работы по специальности. Изначально здесь должна была находиться гостиница для элитных постояльцев. Но этим планам не суждено было сбыться. Некоторое время здание пустовало. В 1917 году архитектор эмигрировал в Нидерланды, а советская власть обустроила в здании доходного дома общежитие для сотрудников гидрометеослужбы. Это был красивый величественный дом. Каждый этаж состоял из одной квартиры с просторными жилыми комнатами, одна из которых предназначалась для прислуги. Квартиры в доме были площадью около 200 квадратных метров каждая. Имелись просторный коридор, кухня, выход во внутренний двор. Потолки украшались богатой лепниной, парадная лестница сверкала белым мрамором. Роскошь и уют, комфорт и великолепный вкус. Прекрасное месторасположение в центре города, казалось бы, обеспечивали ему активную жизнь на века. Но судьба дома оказалась не такой радужной, какой могла бы быть. От былой роскоши после того, как здание превратили в общежитие, лепных ангелов и лавровых венков почти ничего не осталось. А в 1980-х годах тут и вовсе случился пожар. Здание сгорело, а жильцов выселили. Многие элементы декора на главном фасаде были утрачены еще во время Второй мировой войны и больше не восстанавливались. Теперь в этом здании много опасностей, от провалов в полу до осыпающихся стен и крыши. В течение последних 50 лет Крышу мира называют домом-призраком. После пожара в 1980-х дом неоднократно планировали реконструировать и открыть областную медицинскую библиотеку. Различные организации пытались провести реконструкцию, но все они не увенчались успехом. За годы безрезультативных попыток даже появилась легенда, согласно которой все, кто начинал ремонт дома, сходили с ума. Также поговаривали, что в этом доме когда-то располагался публичный дом, но официальных данных об этом нет.
До сих пор стоит особняк в самом сердце города как памятник разрухи. С 1990-х возле крыши мира собиралась неформальная молодежь. Здание стали называть домом Бутусова, предположительно в честь Вячеслава Бутусова, вокалиста рок-группы Nautilus Pompilius, композиции которой здесь часто играли. В то время на территории заброшенного здания также тренировались спасатели, база которых была расположена неподалеку. Особняк постоянно притягивает к себе, привлекает внимание людей, так как с его крыши открывается замечательный вид на Харьков. Кроме того, локацию облюбовали руферы и уличные художники. Любили посещать его фотографы. Им удавалось сделать уникальные снимки. Облюбовали его также бомжи и наркоманы. Длительное время здесь постоянно дежурил патруль, чтобы помешать непрошенным гостям. Затем его обнесли забором, ступеньки в доме демонтировали, а у входа посадили сторожевую собаку, потому что находиться внутри стало небезопасно. Сегодня доступ на крышу мира запрещен. Так и стоит этот некогда шикарный особняк, жалкий, разрушенный, обгоревший. Стоит и напоминает всем, что нет под этим небом ничего вечного. А 22 апреля 2020 года Харьковский горсовет одобрил техническую документацию для возведения в переулке Театральном жилого дома с подземной парковкой. Именно на том месте, где находится крыша мира. Строительством займется компания Art Company Ltd, с которой был заключен соответствующий договор. Еще в 2000-х крышу мира лишили статуса памятника архитектуры. Именно из этого факта вытекает то, что здание снесут. Некоторое время назад главной задачей было сохранить облик дома. Наиболее подходящим вариантом являлась реконструкция с сохранением текстуры материала и особенностей здания. При этом крышу мира стоило сделать эксплуатируемой, например, обустроить там смотровую площадку. Однако для этого необходимо было добиться решения на реставрацию. Для принятия такого решения нужно было доказать ценность здания и, соответственно, провести большую аналитическую работу. Но, скорее всего, это здание снесут, а на его месте построят новое. Хотя у дома есть потрясающий имидж. С этим зданием у многих связаны незабываемые воспоминания. Для туризма и вообще рекреационного бизнеса дом мог бы стать жемчужиной. Представьте, как звучала бы строка в туристическом проспекте: «Приезжай в Харьков, посмотри на мир с крыши мира». Спасибо всем за внимание. До новых встреч на канале. Ваш Алекс Моторный.